Вот, хоть убейте меня, я пешком пойду, я не знаю, и вы меня просите, я у вас деньги сворую и заплачу кому-то, лишь бы меня довезли. Ты не знаешь, они знают лучше. Да это закончится через 5 дней. Ходили слухи, что сигареты и за алкоголь можно было там выменять чуть ли не документы на квартиру. Перед тем, как я уехал, мы сильно-сильно поругались, но я не могу полностью отказаться от своей семьи. Я могу сказать, Любой нормальный человек. понимаю, что если я от них просто возьму такой-то момент, типа исчезну, это будет слишком большой удар для них. Это кажется совершенно естественным делом не отказываться от семьи. Мало ли какие у кого мнения. Родители есть родители. Для меня это ненормально, когда тебя хотели убить, ну, к тебе приходит маньяк с ножом, Мгм. а ты ему потом скажешь спасибо. А за они то, говорят спасибо? Но они говорят, ну, спасибо, что не убил. Перед референдумом батя мне говорил, типа, то, что, типа, все уже, вот уже все понятно, уже тут нам уже нашептали, сейчас вот Россия будет, все будет хорошо, заживем. Мариуполь был одним из самых быстро развивающихся городов Украины. Цветущий прибрежный город Донецкой области, к счастью, не попавший в ДНР в 2014 году. Он был превращен украинскими властями в витрину Донбасса. Жизнь там становилась лучше и лучше с каждым месяцем. Пока в 2022 году не пришла российская армия и не превратила его в руины. Десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч потеряли свой дом, свою жизнь в спокойном, благополучном городе и оказались в самом центре безумной войны. Обычные люди, говорящие на том же языке, что и мы с вами, слушавшие ту же музыку, отмечавшие те же праздники, смотревшие те же фильмы, также обставлявшие свои квартиры, ставившие детям те же мультики. Еще 10 лет назад никому и в голову не могло прийти, что в этом месте может быть война. Но Путин ее устроил. Я из Мариуполя, мне 18 лет. 18. Да, То есть мне когда- 18. Когда началась война, мне было 16. Я заканчивал 11 класс. В Мариуполе всю жизнь? Да, я всю жизнь, по-моему, родился и жил, жил? да, да. Так. Я делал какие-то выводы по тому, как оно начиналось, все действия со стороны России, связанные с этими бобиками, взорванными в ДНР, и с многим другим. И я говорил, что, по-моему, сейчас идет в сторону, когда агрессия может либо усилиться, либо начаться какое-то полномасштабное вторжение. Но мне никто не верил. Мгм. Ну, Я- тогда. Да, На самом деле тогда это же никто не верил. да, это было вполне логично. Ну, я прям доказывал, и я собирал тревожный чемоданчик своим родителям ночью, пока они спали. И это было очень смешно, абсурдно, но при этом в будущем пригодилось. Мы потом использовали эти вещи, в принципе. А как, сейчас мы подойдем к началу войны, а как выглядела жизнь в Мариуполе до? Ты же в 2014 году, тебе было 7-8 лет. вообще 7. То есть Да, ты где-то так. практически сознательную жизнь ты уже прожил в состоянии, когда Мариуполь практически на границе линии соприкосновения. Да. Вот как там жизнь происходила? Как это было? Это было очень интересно. Ну, потому что, когда, например, 9 мая в 2015 году у нас освобождали Мариуполь, Азов, у меня тогда родители шашлыки жарили вместе со мной. И мы, типа, все это наблюдали, просто как бы так отдаленно немножко, чтобы в этом, так скажем, не поучаствовать. Мгм. В школах начали чаще намного упоминать о том, что как себя нужно вести во время обстрелов и так далее. Начали больше этому внимания уделять. Но, в принципе, никак особо это не влияло на обычную жизнь города. Мариуполь это был в процессе всей этой войны, это такая цель российской пропаганды, о нем много говорили, о том, что там как все было ужасно, какие были притеснения и прочее такое. Вот ты учился в обычной городской школе, да? И ты говоришь, что ты заинтересовался политикой. Вот в Мариуполе же, например, русскоязычный мэр, да, то есть я понимаю, что так Да. это никогда не вызывало там каких-то вопросов Да, или дискуссий. всем было как-то все равно, на самом деле, вообще совершенно. Всем было все равно, что он русскоязычный, он также сам мог выступать и на украинском языке иногда. Флаги у нас висели по городу украинские везде. Школы у нас были украинские, историю изучали украинскую. Мы учили русский язык вместе с украинским языком, и это никого никак сильно особо не смущало. Это начало смущать ближе после 2014 года. И то, даже тогда это еще очень долгое время продолжалось, то бишь я учил русский язык, по-моему, до 9 либо до 10 класса. Ну, а вот, например, если взять год там 21-й, да, вот уже ближе сюда, но еще до, конечно, событий. На каком языке в школе общались? Если учитывать официально именно учебный процесс украинский, Нет, я имею в виду между собой. там может быть смесь, русский, украинский, вообще без разницы. А могло такое быть, что вот кто-то общался на русском и к нему что-то такое? Там у нас могли 90% на русском общаться, и всем было как-то все равно. А в школе твоей что про войну говорили?
До ее начала. Ну, то есть они там До кто-то думал, начала, что она может до начаться? начала войны. Нет, мне не верили. А что отвечали? Нет. Ничего нет. Не будет ничего или Нет. чего? Ну, директриса у меня оказалась вообще пророссийской. Ей грозит большая-большая статья, потому что она, во-первых, она даже не отдала документы ученикам, а мои документы сгорели в моем лицее. В лице Во-вторых, сгорел? он уничтожен полностью. Там сейчас нету ничего, и там зарастают пущери сейчас. Его снесли под ноль. Я пытался, может быть, на уроке истории, если мне не изменяет память, как-то выступить, но у меня не особо это вышло. И, понятное дело, ну, это больше выглядит как выскочка и логично. Плюс, ладно, если бы я еще хотя бы по теме выскакивал, а тут такое, это очень специфично, да. Мгм. А другие ученики, что, как про это они думали? Они спорили. Ну, это стандартная практика, типа, все, что оспаривается, требует оспаривания. Поэтому они спорили со мной. Стандартно. Это у вас там, в Мариуполе, стандартная в украинском практика. У нас-то, если что, споришь в России, так сразу по башке. Что это такое? Вылез оспаривать. Это стандартная у них практика, говорит, оспорить. Ну, хорошо, хорошо. А как ты узнал о том, что война началась? Я проснулся вполне нормально. Я увидел просто своего отца, который должен был тоже быть, по идее, на работе, но не был там. Он мне сказал, что я не должен идти в школу, в лицей. Я спросил тебя, почему. Так как я ему говорил, я с ним спорил, у нас было очень много серьезных споров из-за того, что я говорил, типа, что, по-моему, что-то движется, а он максимально сильно защищал российскую сторону. Он просто промолчал, так вот на меня рукой махнул. Я уже сам посмотрел в телефоне и понял, что да, война типа началась. Ну и что ты дальше делал? Я офигел. Russia has urged the last Ukrainian forces defending the besieged port of Mariupol. Is this the end game in the battle for the strategically important city of Mariupol? Eine Schlacht, und das ist die offenbar Entscheidungsschlacht aktuell, da sieht es schlimmer aus als in Kiew, schlimmer aus als in Kharkiv, das ist Mariupol. А было понимание, что его возьмут? Вообще не было никакого понимания. Ну а что ожидать? Понятно было, что будет плохо, потому что это большой город, это город, из которого Украина пыталась на протяжении 3 лет сделать центр Донбасса, второй, как показать оккупированной территории, типа то, что в Украине лучше, так скажем. Он невероятно быстро развивался, в него вкладывали большие деньги, и в нем живет большое количество людей. И было очевидно, что за него будут сражаться 100% долго, либо долго, либо кровопролитно, вот так вот. Это было понятно всем, мне кажется. Люди начали уезжать? У тебя кто-то уехал из знакомых? Нет, никто из моих знакомых не уехал, потому что это, я бы сказал, больше как проблема старшего поколения, которое не хотело никак покидать свои родные дома, им было довольно-таки проблематично, это раз. И во-вторых, которые искали во всем какое-то подтверждение, поддержку того, что типа все будет хорошо. Они общались со своими друзьями, говорят, так да ладно, все будет нормально. Они такие, ну хорошо, раз они сказали, я тоже так думаю, значит, все будет хорошо. А твои родители что делали? Ничего, реально, они просто максимально сильно игнорировали факт того, что началась полномасштабная война. Они просто, типа, жили обычной жизнью. А вы с родителями обсуждали происходящее вообще? Они что-то говорили, думали? У нас было очень много по этому поводу конфликтов. Они не хотели никак поддерживать того, что я оказался прав, и того, что, типа, надо что-то решать, что-то делать. Они говорили, типа, что делать? Ну, в принципе, у меня тогда на тот момент и у самого не было идей, что именно делать. Я требовал того, что нужно как-то действовать, не стоять на месте, куда-то двигаться, я не знаю. Уехать? Уехать, возможно, да. А они говорили, куда? И на этом моменте я тоже как-то пропадал, потому что сам не понимал, куда. Поэтому мы оставались дома, на месте.
Я не знаю, мне кажется, я ассоциирую себя с этим медведем, который стоит вот прямо здесь. Он постоянно в шоке, мне кажется, это мое ощущение. Он постоянно в шоке, постоянно его глаза можно понять, что это я. Мне очень нравится это место, которое они сделали совершенно недавно, когда я приезжал в Нидерланды и когда я здесь находился до этого всего еще не было. Сейчас буквально, может быть, от силы 3-4 месяца, как они открыли полноценно этот парк, если так можно сказать. Он хорошо выглядит, он очень классный. Мне правда нравится здесь находиться. Мне очень напоминает это место мой город, потому что если сравнивать порайонно на драмтеатре, на «Тысячи мелочей», это районы центральные, которые находились у меня в городе, реконструировались в последнее время и выглядели просто прекрасно. Они по своей конструкции, по своему строению, по даже использованию материалов, они во многом очень похожи. И когда я вижу, как это открывается в Нидерландах, у меня такое чувство, будто не мы идем за Европой, а как будто Европа что-то копирует у нас. Хотя на самом деле, в любом случае, это открывалось раньше здесь, и что-то копировали мы. Были очень странные моменты, вот, когда вот люди дрались там за еду какую-то и так далее, когда пытались сложиться. Газа уже, понятное дело, не было, воды не было, ничего не было. Отопления тоже не было. Дома еще какое-то время остывали, а газ, в принципе, моментами мог появиться в комфорте на минимальной там, я не знаю даже как это назвать, ну вот на максимально минимальной слабости, и то там может быть на первых этажах. И это только если повезет, то бишь можно было пользоваться для того, чтобы там за часа полтора-два сварить яйца. А ты что в это время делал? Собирал дрова. Дрова? Да, это может быть оказаться либо смешно, либо абсурдно, но люди все собирали дрова. Мы их сушили, мы их ломали магазины, какую-то мебель, потому что на улице снег идет, у нас, к примеру, 8 марта снег пошел тоже. Мы просто выходили на улицу, делали костры, там собирали какие-то бетонные блоки для того, чтобы сделать какое-то типа подобие, может быть, мангалов, типа такого. Брали самые ненужные кастрюли, такие старые советские чугунные, которые уже такие, ладно, можно. Такие на 50 литров, гигантские, чтобы сразу готовить там либо на семью большую, либо там если там с друзьями на друзей. И готовили по очереди. И это тоже иногда вызывало к спорам, потому что все хотели готовить быстрее. Ну, в принципе, никаких конфликтов серьезных из этого не было. Просто сам факт того, что и деревья ты не срубишь, потому что они обледеневшие, замерзшие и мокрые. И дрова нужно где-то искать. Ну, А где ты брал дрова? в магазины заходили в некоторые, там что-то, ну, что можно было такое поджечь, мы брали, потому что они уже разорваны, полностью, типа, нету там ничего из еды, то бишь никакой необходимости Типа себе прилавки несут. разбирали такие Да. вещи. Может быть, что-то такое Палеты брали. какие-нибудь такие. Да. Палеты, да, вот палеты мы брали много раз. И это было намного полезнее, потому что очень много людей начали сжигать магазины. И это тоже был какой-то непонятный способ мародерства, я не знаю, как это понять, как-то обозначить, потому что просто люди могли прийти ночью и сжечь магазин просто потому что. И у нас день начался обычно с того, что мы либо ходили и искали что-то на улице. В основном суть поиска заключалась в том, чтобы узнать, у кого что есть, возможно, обменяться, либо попросить что-то. Зачастую в обмен шел алкоголь, сигареты. За сигареты ходили слухи, я не могу подтвердить 100%, но ходили слухи, что за сигареты и за алкоголь можно было там выменять чуть ли не документы на квартиру. Типа прям реально люди готовы были все обменять на это. Не с кем оставить. Если у вас есть дети, вам прекрасно знакома эта проблема. Конечно, кто-то может позволить себе няню, кто-то частный детский сад. Но что если вы бежали от войны в другую страну, и вам не хватает денег даже на жилье, а при этом приходится искать работу, учить язык и решать бытовые вопросы? Куда деть ребенка? Эту проблему украинских беженцев в Таллине решает досуговый центр для детей из Украины «Ого-го». Проект появился на пароме для временного размещения беженцев, который стоял в порту Таллина до мая этого года. С июня, когда паром расселили, команда переехала в отдельное помещение уже на суше. За год на отдельных мероприятиях и на постоянной основе центр принял более 400 детей из Украины. В центре проходят регулярные занятия по робототехнике, шахматам и творчеству. Дети учат английский и скоро еще и эстонский будут язык учить. Они также знакомятся с культурой Эстонии, посещая экскурсии. Дети дошкольного возраста проходят подготовку к школе.
Проект также создает рабочие места для беженцев. Украинские воспитатели, педагоги и логопеды, не владеющие эстонским, могут заниматься с детьми на родном языке и получать зарплату. При этом в центре работают и россияне, волонтеры и руководитель проекта как раз из России. Сейчас досуговый центр «Ого-го» работает в 5-дневном формате, а с сентября будет работать ежедневно, чтобы школьники могли совмещать кружки и школу. Вы можете поддержать проект, оставив пожертвование на комфортную вам сумму. Например, на 15 евро. Столько стоит один день одного ребенка в досуговом центре. 300 евро – это месяц пребывания одного ребенка. А целый месяц работы всего центра стоит чуть больше 10 тысяч евро. Ссылку на форму для пожертвований я оставил в описании. Если вы хотите сделать крупное пожертвование, то в описании я также оставил телеграм-директора этого фонда. Я уехал, наверное, около 15 марта. С родителями? Да, я выехал с родителями. А как они решились? Это было очень проблематично, они не верили. Бежишь сюда как сумасшедший на какой-то дом, на 9-й этаж, если встать на одну ногу на стуле у окна и постучать 3 раза по окну, то тогда, может быть, у тебя будет одна палочка связи. Вот мне так повезло, я смог ставить одну палочку связи, я позвонил своему брату, который был тогда в Киеве, и он проинформировал меня то, что уже начались коридоры. Он сказал, что типа первый коридор обстреляли под Запорожьем, но у вас есть вариант выехать на оккупированную территорию для начала просто куда-то, там уже мы решим, вот, типа такого. Но главное выезжать, типа сидеть в этом смысла нету совершенно. Я пришел, мне не поверили. В ответ на мои слова родители включили, не родители, папа пошел со мной слушать радио ДНР в машине. Да, это смешно. И что там говорили? Говорили, как в Волновахе, это тоже город недалеко от нас, как там уже типа какие-то мероприятия начинают делать, там типа симки, фигимки какие-то раздавать и так далее. И такие, все, там уже скоро будут. Уже. Благодать Вот. наступает. Типа да, типа такого. Что уже лучше так, чем никак, вот типа такого. Просто за одной семьей, наших друзей, у которых мы жили, приехали как раз-таки с того места, в котором мы потом в будущем остались, их родственники. А если бы они не приехали, мои родители, наверное, они бы так бы и наставили на том, что типа это все враки-сраки и неправда. То есть родители уже хотели уехать, но были не уверены, что можно проехать? Или в чем Они было? не хотели выезжать вообще. Ну а как они захотели? Это, я считаю, что это произошло на таком адреналине, типа, то, что у них, типа, появился резкий шанс, им вот сказали, типа, час, у моего отца была машина своя, мы натягали бензина с заправки, и поэтому у нас был бензин, мы могли выехать без проблем. До какого-то момента набирали оттуда бензина, а потом в какой-то из моментов, типа, там чуваков видели, которые там в бензине, типа, плавали. Ну, по слухам, это, типа, связано с тем, что порвалась, типа, веревка, которая была для ведра, типа, чтобы, типа, тянуть бензин оттуда. И они, типа, решили, типа, вот так, типа, за ноги взять одного, опустить его туда, и чтобы он взял это ведро, поднял его. По итогу он отдышался, просто, типа, грохнулся, и, типа, и второй там... Короче, как-то вот такая вот ситуация произошла, это по слухам. Так как в Мариуполе было постоянно холодно, я спал в среднем в 5-6 слоях одежды. У меня были подштанники, спортивные штаны, потом были зимние джинсы. На зимние джинсы у меня одевались большие такие шершавые спортивные штаны зимние, тоже с мехом внутри. У меня было несколько пар носков, у меня было то же самое с кофтами, и куртки я спал под одеялом еще, потому что было невероятно холодно ночью. Но в какой-то из моментов я решил воспользоваться, так скажем, психануть, типа спать просто в нижнем белье на кровати. Это было очень опрометчиво. Во-первых, это просто опасно, во-вторых, это намного холоднее, а в-третьих, это было опрометчиво, потому что когда я проснулся, это самый странный момент. Я просыпаюсь, все проходит прекрасно, причем ночью даже не было такого чувства, как взрывов. Ну, я просто не просыпался от них в тот момент. Я только открываю глаза, и передо мной идеально стоит окно, и попадание идет в дом прямо возле дома, в котором я жил, и прямо в мой дом. И сверху я просто вижу, как и сыпятся стеклорамы, балконы и другие части, там, которые были там пластиковые. Вот. И вот это была очень такая неприятная картина, неожиданная, я бы сказал. И я пошел прямо в трусах собирать всю свою семью в пандус для того, чтобы они там стояли. Причем все были одеты, потому что они как,
Они спали в одежде, один я был, дурачок. Скоро 2 года, как идет война. Я часто думаю о том, что главным результатом путинского вторжения в Украину стала не молниеносная победа российской армии, не геополитический передел мира, не рухнувшая автократия, а изгаженная жизнь обычных семей, таких как мы с вами. Вот Илья родился и вырос в Мариуполе, жил обычной жизнью. Очевидно, что человек незаурядный, устремленный, интересующийся, желающий учиться. Но он не успел окончить там 11 класс. Его гимназию разрушили ракетным ударом российские войска. Теперь Илья живет в Нидерландах и не может оплатить свое образование. Живет один, без семьи. Потому что семья выбрала остаться в Мариуполе. Затем, как Россия отстраивает город, который сама же и уничтожила, Илья наблюдает по новостям, которые ему присылает отец. Где-то в середине интервью я понял, что мы говорим обо всех этих событиях, будто это какой-то просто разговор, будто мы обсуждаем политику или еще что-то. Мне жутко от этих историй, которые он рассказывает. Но Илья по характеру настолько позитивный человек, что даже о жутких вещах и своих переживаниях он рассказывает так, что ты будто и не погружаешься в это. Но представьте вы себя на его месте и на месте этих людей. Представьте, что ваш город бомбили бы уже 2-ю неделю. В вашей квартире рухнул балкон от артиллерийского залпа. Вы пытаетесь уговорить родителей или близких уехать, а они не понимают, куда ехать, кому и где они нужны, где и как им устроиться. Тут родной дом. Только вчера тут был один из лучших городов Украины. Так почему уезжать? Зачем? Представьте себя на месте этих людей. Это важно, чтобы понимать, что делает наша армия. А когда выезжали, как все происходило? Ну, мы ехали через драмтеатр, мы ехали под обстрелами с моего района через главную улицу, потом поняли, что через главную улицу нам не проехать, мы спустились немножко ниже, постреляли на корабли в Ахере. Что там? Ну, просто корабли российские стояли, они блокаду делали же. Вот. И бомбили тоже с российской артиллерии не раз город. Мы проезжали, весь город был исписан в том, что типа там русские иди на и так далее. Вот. Реально очень много надписей было везде. А Вдоль были моря те, кто такие, ура, русские идут? Что это такое было? В любом случае были, я уверен, что были, просто мне не попадались. Ну, были всякие люди, понятно. В основном были такие, знаешь, которые что просто, вот как я и говорю, они пользовались такие, типа, что нет хороших или плохих. Мгм. Ты не знаешь, они знают лучше. Да это закончится через 5 дней. Ну, это механизмы психологической Да, защиты. да. Людям надо как-то жить, они себя убеждают. Но я бы сказал, что это не только механизм психологической защиты. Я бы сказал, что типа это такой небинарный способ убеждения. Других, думаешь? Да. Ну, потому что это действовало, люди Ну. слушались. Они говорили, типа, что, блин, ну не может быть такого, что, типа, Путин просто так взял и напал. Там, ну зачем Россия, это Украина? Думаю, ну ты что, так по-любому что-то уже Зеленский этот наделал. И Мне кажется, это попытка людей какую-то стройную, понятную, логичную картину мира выстроить. Возможно, но Что так жить легче. Иначе как жить, если непонятно, почему напал? Кстати, а вот родители это как-то не произвело на них впечатление? Потому что стоят военные корабли, стреляют по городу из пушек. им было, типа, у них было на все какое-то объяснение. Типа, ну не просто же так. Но они же по-любому типа, по домам не стреляют, это по-любому просто Украина промахивается. Ну, типа такого, вот. Поэтому и они либо просто не пытались максимально сильно уйти от этой темы, проигнорировать ее. И чего дальше было, вот когда вы ехали? Первого российского военного я увидел только уже, когда мы выехали полностью из города. Я видел российские танки, когда вот на выезде из города раздербаненные. Я видел там БТРы и так далее раздербаненные. Но я не видел ни одного российского военного, они боялись войти в город, потому что в порту еще тогда были украинские войска, и они боялись тогда заходить. Мы выезжали, мы доехали, получилась невероятно длинная колонна, и мы выезжали только из Мариуполя до этого поселка, наверное, около 8-9, а может быть даже больше часов. В обычной жизни туда ехать час. А люди по пути были какие-нибудь? Увидели кого-нибудь? Да, было много людей. Но с нами машины просто ехали. И были люди, которые на велосипедах выезжали. Были люди, которые брали тележки из магазина, туда загружали вещи и так, типа тележку тащили. Были люди с коляской. Много людей было. Были люди, которые без крыши ехали на машине.
Там были части тел людей, которые валялись просто на проспекте. Были ситуации, когда мародеры что-то не делили с собой, и были ситуации очень много слухов и не слухов, только я тоже видел, как люди убивали друг друга. Подрезали как-то, либо еще что-то. Я их смог убедить поехать в Запорожье. Родители. Они не хотели. А что они Не хотели? хотели. Потому что зачем? А что они хотели? Там оставаться или вернуться? Ну да, типа свой родной дом. А, Он вроде бы не пострадал, давай возвращаться. ага. Я говорю, а вот как я буду учиться, например? Я вот начал с этих тонкостей подходить. А вот мне школу закончить надо. А вот как я буду учиться? А вот не поступать нужно, а как я буду поступать? И, ну и плюс, понятное дело, это была полная настойчивость. Я говорю, типа, то, что нет, я не буду, не хочу. Вот, хоть убейте меня, я пешком пойду, я не знаю, и вы меня просите, я у вас деньги сворую и заплачу кому-то, лишь бы меня довезли. Ну, типа, вот, я вот был в такие радикальные ноты настроен, я был готов до конца, ну, вот, на что угодно, лишь бы оттуда вас свалить. Я не буду никому врать, и скажу честно, это максимально скучный городок, в котором я, правда, пытаюсь найти хоть какие-то детали, которые я могу интересно попытаться рассказать. Он довольно-таки маленький в сравнении с моим городом. Здесь живут всего лишь 80 тысяч человек. В довоенном Мариуполе, по официальным данным, жило около 420 тысяч. Площади размером я даже не хочу сравнивать, насколько Мариуполь больше. И весь центр этого города я могу обойти буквально за 20 минут. Как это вообще выглядит, такая граница, которая на линии соприкосновения военной? Нестандартно. Для меня это выглядело маленькое село, которое соединяется мостом, внизу идет как канал подсушенный. Мост разрушен, понятное дело, поэтому нужно объезжать по каналу. С одной стороны. И он, получается, идет типа как две возвышенности, глубина возвышенности. Так вот. С одной возвышенности русские, их последний блокпост. Объезжаешь, уже украинцы. Русские просто там прям блокпост поставили, и типа они прям пропускали последние машины, они запугивали и говорили, типа, что там вы готовы, там украинцы обстреляют, мы вас не можем защитить, там они вас могут убить, мы ничего не можем сделать. Это было прямо на последнем блокпосту. Прям говорили. И они прямо говорили, да, они запугивали людей сильно. Они просто говорили, что вы же понимаете, что если вы поедете, украинцы обстреливают регулярно колонны, и вы можете попасть под одну из этих колонн, которая будет обстреливать. Мы не можем вам... То есть им сами мозги промыли, это не какие-то профессиональные пропагандисты там или непонятно? Я без понятия. Он в форме с автоматом, мне все равно, кто он. Да. Честное слово. И вот, ну, в итоге до Запорожья вы добрались за сутки? Или Мы там уже остались уже жить. остались жить? Мы остались жить в Запорожье. А в Европу ты когда попал? В Европу я попал, если быть точным, 31 мая. Я приехал один. А как так получилось? Я Все-таки 16 лет, это Да, еще не... 17 уже стукнуло, да. 18. Но я выезжал... я поступил в университет, А, в словацкий. словацкий. Словацкий, да. И они мне прислали приглашение как абитуриента. То бишь у меня были все документы готовы полностью, меня уже приняли, мне нужно было добавить, по-моему, какие-то документы из моей школы. А почему словацкий? Так сложилось. А, Это, ты знаешь словацкий? Или... Ну, я подучил, да. Ты вот учил словацкий? Да. Когда? Когда я поступал. Это А было... что, а он похож, его можно учить? Да, его можно учить, да. Это не сильно сложно. А что родители твои думали по поводу твоего отъезда? Ну, не возмущались, были не согласны. Не хотели, что Не ли? хотели, да. А сами с тобой поехать не хотели? Не хотели. Вообще. Это категорично нет. Зачем? Кому мы там нужны? Мы ничего не умеем. Ну, я сказал, типа, то, что я буду, типа, я не смогу поступать в Украине сейчас. Я хотел поступать на факультет права в Киево-Могилянскую академию, потому что она считается у нас в Украине самым лучшим университетом по факультету права. Ой, не право, простите, пожалуйста, политология. Я хотел политологию. Я сейчас на праве учусь просто. Я просто сейчас на праве, да. Политологию? Да, Ты хотел на что политологию. хотел делать? То есть был какой-то план? Ну, у меня был план довоенный, сдать ЗНО, сдать экзамен, поступить и дальше уже смотреть, где у меня... Ну, потому что я знаю, что мне политика нравится в любом случае, мне это интересно, я постоянно, вот года идут, и я только пытаюсь больше и больше узнавать, что-то развиваться в этой сфере. А в Словакии ты на что поступил? На агронома? Ты так Нет, реагируешь, нет, как будто нет, сейчас скажешь на агронома. нет, я поступил в технический университет на, типа там, типа что-то, Ну, структура технического, там что-то там, вот так. Но там вот цель такой была факультет. именно уехать, да, в этом? Да, это была цель именно Была уехать. цель уехать. Я думал учиться до последнего, но мне Словакия максимально сильно не понравилась, не подошла вообще. И родители остались в Запорожье? Да, на долгое время. И на 3 вы месяца. созванивались, как вы? Да, мы общались, мы... То есть вы не поругались?
Они расстроились? Мы перед тем, как я уехал, мы сильно-сильно поругались, но я не могу полностью отказаться от своей семьи. Я могу сказать, Твои, любой нормальный человек. ну вот, да. Я просто понимаю свою семью Мгм. с их идеями, мыслями и так далее. И понимаю, что если я от них вот просто возьму такой-то момент, типа, и исчезну, это будет слишком большой удар для них. Это кажется совершенно естественным делом не отказываться от семьи. Мало ли какие у кого мнения. Родители есть родители. Ну, просто... Или ты так говоришь, как будто... Нет, просто для меня это ненормально, когда тебя хотели убить, ну, к тебе приходит маньяк с ножом, Мгм. а ты ему потом скажешь спасибо. А за они то, что- говорят спасибо? Но они говорят, ну, спасибо, что не убил. Ну, грубо говоря, типа, ну, вроде бы же строят сейчас город, спасибо, что строят. Жизнь же идет, налаживается. Перед референдумом батя мне говорил, типа, то, что, типа, все уже, вот уже все понятно, уже тут нам уже нашептали, сейчас вот Россия будет, все будет хорошо, заживем. Потому что если перейти вперед, то у меня отец потом уехал в Мариуполь, вернулся. Обратно? Да. Вернулся. И живет там сейчас? Мгм. А чем занимается? Работаю строителем. А мама где? Тоже в Мариуполе. А тоже не вернулся. И брат младший тоже в Мариуполе. И брат младший? Да, Сколько вся ему лет? семья. Ему сейчас уже 12. У меня мама в августе выезжала в Германию. Ага. Я смог ее уломать, сказать, типа, что вот это. Ну, это потому, что я уже на тот момент находился в Нидерландах. Я понимал, что у меня уже что-то вроде получается. Мгм. Мне, в принципе, кататься уже смысла нет, мне уже нужно от этой точки отталкиваться. Но для людей, которые семьями приезжают, им намного лучше ехать в Германию. В Германии помощь для людей с семьями намного больше, намного лучше, и им будет просто проще. Мгм. А они не Она хотят? решила, она не хотела, она сама решилась. Может быть, то, что я с ней общался, тоже на нее как-то повлияло. Но она все-таки выехала. Может быть, в сентябре где-то так. Может быть, в августе, могу ошибаться. Они жили там, во-первых, потому что боялись... братом они? С братом. А. Во-первых, потому что боялись по поводу того, как будет тепло, холодно и так далее зимой. Мгм. Нет, но вот про Германию мне все-таки интересно закончить. То есть она там пожила, и они решили вернуться. Она сказала, это не мое, я не могу, мне не нравится, тут все не мое, тут все не родное, тут все такие... и так далее. А сколько ей лет? 41. А, мгм. Ну, довольно молодая. Просто чек, это кроссовки, в которых я хожу. Вот так они выглядят. Здесь жопа нахуй. Просто убийство. У меня не было обуви. Поэтому в один из моментов, когда мы попали в Красный Крест, в Запорожье, я смог найти там пару кроссовок, которые потом в будущем использовал до того момента, пока не приехал в сами Нидерланды, аж до сентября месяца в Нидерландах. Было просто месиво из ткани и поролона, Мгм. которые я не мог ничем себе заменить и был обязан ходить в них, потому что другой замены у меня им нет. Тоже вот здесь везде пизда. Вот просто, блядь, охуительно. Да. И как долго ты в Словакии прожил? В Словакии я прожил 2 месяца. А что там не сложилось? Мне не помогали. Я был один, у меня не было ни родителей, ни опекуна, никого другого, и мне заставляли найти себе опекуна самого. Когда я настаивал на том, что, типа то, что я не знаю, что мне делать и так далее, возьмите меня хотя бы, хоть в детский дом меня отправьте, вообще без разницы, мне лишь бы, чтобы началось хоть что-то как-то продвигаться, это действие, там, с документами и со всем остальным. Они говорили, типа, ну мы должны как бы, но мы не будем этого делать. Потому что, ну, ты уже взрослый, тебе уже скоро 18, там год остался. И мне просто повезло, что я общался до этого с девушкой, которая познакомилась на Фейсбуке. Мгм. Она жила в Словакии, в Братиславе, и очень сильно помогла мне, потому что без нее мне кажется, пришлось бы и на улице бы ночевать. Ну хорошо, а в Голландии ты как оказался? У меня были друзья в Голландии, они жили здесь, в Нидерландах. И это мои друзья с Мариуполя еще. И они какого-то там из разговоров просто пригласили меня, сказали, типа, то, что они знали мою ситуацию, они пригласили, сказали, типа, то, что смогут мне помочь. И я вот на последние деньги, которые у меня были, решил поехать в Нидерланды. А ты как-то пошел в школу здесь или как ты, то есть, или ты закончил типа школу, получается, в Украине? Я закончил школу в Украине и Вот. пошел здесь тоже. А здесь тоже в школу пошел? Да. Как, обязательно какую? было. Как это происходило? Я жил здесь уже почти полгода. Это было после зимы.
И мне резко пришло письмо о том, что, оказывается, мне нет 18 лет. Ой, да, потому что Внезапно мне нет 18 обнаружилось. лет, типа, внезапно это обнаружилось. И то, что мне нужно также внезапно пойти в школу, потому что у них есть обязательный закон, который гласит, что всем, кому нет 18 лет, должен Надо учиться. ходить в школу. Так. А ты язык выучил? Нет. Нет. Ну, а ты английский знаешь? Да, английский знаю, я общаюсь со своими И тут же коллегами на по-английски английском. говорят все, да? Да. В То есть принципе, тут с этим можно нету проблем. в русском Английский языке. ты в Мариупольской школе выучил? В лицее? Я готовился к ЗНО, я учил. А сейчас ты чем тут занимаешься? Ну, то есть, как у тебя жизнь здесь, вот... Сейчас в основном я работаю. А где? Я работаю в ресторане барменом, А, иногда официантом, за меня официантов. Я получил штраф на 100 евро. Мне пришло письмо недавно от муниципалитета моего города, в котором указывалось, что я неправильно выкинул мусор. Я его выкинул не в бак, а возле бака. И из-за этого, в подтверждение того, что это был реально мой мусор, они мне отправили вот такие вот красивые, хорошие фотографии с красивым чеком, где явно понятно, что это мой адрес и мое имя, фамилия. Сегодня мы начнем наше путешествие с того, что будем смотреть, как правильно сортировать мусор в Нидерландах. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Я забыл дома карту для мусора. Я не смогу открыть бак. Мне нужно вернуться. В Украине у нас есть группа Сметана Бенд. Это группа Днепропетровская. И у них есть прекрасная песня, которая полностью опишет сейчас мое состояние. Она называется «Победитель по жизни, лох по судьбе». Это было сложно, но я победил. О, боже мой. Break you in, then. Yeah, that's every day. Got my heart no. Да, я помню уже много работ здесь. Я работал и строителем, и барменом, и официантом, и заменял менеджеров где-то в каких-то там типа заведениях. Я здесь работаю, получается, официально именно трудоустроен с декабря, наверное. Мгм. А учишься? Учусь я в Украинском университете сейчас. Удаленно. В Украинском университете имени имени короля Данила, это Ивано-Франковский университет частный. А тут ты не думал учиться здесь? Я бы с удовольствием пошел бы здесь учиться, но, к сожалению, образование невероятно дорогое. Оно рассчитано на, вот, знаете, как в Америке, когда рождается ребенок, на него уже Сразу заранее заранее уже копят деньги для того, чтобы он пошел учиться в будущем, да. А здесь, в Нидерландах, так? Ну, не может быть, как в Америке же. Не Ну, в Америка. Нидерландах стоимость образования для европейцев стоит 2500 евро в год. Ну, это без все-таки не книжек. американский Да, это масштаб. согласен. Это без, Там-то меньше 100 тысяч, по-моему, не разговаривают. вот, это без книжек. Но если ты не из Евросоюза, то образование стоит 7500 евро в год. А если ты беженец тоже? Если я беженец, то оно стоит какое-то время, пока продлевают эту программу, 2500. Но проблема в том, что когда ты поступаешь учиться, ты не можешь работать. Ага. Ты можешь работать только 2 дня в неделю, это суббота и воскресенье. По закону или по... По закону, по закону. А, то есть они... мгм. А как же ты должен... А на что ж ты должен жить? То есть... Вот в этом-то и заключается самый основной вопрос. Вот даже если в теории я смогу накопить, что для меня не сильно проблема сейчас с работой, я смогу поступить, то после первого же месяца я не смогу просто жить в своей комнате, которую я себе снимаю, потому что... А нет каких-то фондов, которые помогают? Ну, просто тебе 18, сколько ты? То есть здесь есть хорошая Есть. возможность для учебы. Но в Нидерландах они сами между собой спорят, работают ли они для украинцев, потому что они оформлены больше для нидерландцев. Сейчас просто очень много различных вот этих вот нюансов и так далее, которые были внедрены еще очень давно для нидерландцев и работают уже очень давно, они не все работают для украинцев. Мгм. Ну, а украинских фондов нет, которые помогали бы беженцам таким образом? Но я о них не слышал, как минимум.
Я очень много узнавал по поводу образования, я был уверен, что мне получится поступить здесь, но я был уверен до того момента, пока не узнал, что я смогу работать только 2 раза в неделю. И суммарно, даже при самых лучших оценках, у меня будет выходить, ну, до 1000 евро в месяц. Мгм. В среднем в Нидерландах это очень дорогая страна, и здесь только на еду может нормально уходить 300-400 евро в месяц. Мгм. Плюс у меня съем комнаты, даже если я буду жить в кампусе, это плюс-минус одинаковая цена с моим съемом, это будет стоить 400 где-то евро в Мгм. месяц. Мгм. Ну и получается, мне нужно по 200 евро откладывать как-то, чтобы получилось к концу года 2500. Ага. Ага. Это не учитывая там одежду, либо какие-то другие затраты, которые у меня могут появиться. А ты планируешь там жить или тут? Я хотел бы с удовольствием вернуться бы в страну. Ты- У меня есть до сих пор идеи, и постоянно они меня посещают о том, чтобы, может быть, поехать воевать. Потому что это довольно-таки сложно, когда ты живешь вроде бы хорошо, а у тебя друзья там погибают, и страна как бы живет не очень хорошо. И, ну, это очень спорный момент, который, ну, сложно что-то думать по этому поводу. Хотелось бы просто, чтобы все закончилось и все. Мгм. Это было бы самый идеальный вариант, но Мариуполь бы тоже никто бы не восстановил Мгм. так быстро. Поэтому Европа мне очень нравится, Нидерланды — это прекрасная страна, со своими, конечно, странными законами, правилами, с интересными людьми, но я бы не хотел бы здесь, вот, например, всю жизнь прожить. М. Вот в Украине, вот как-то мне, вот, если я думаю, что я могу там остаться на всю жизнь, вот, ну, я как-то думаю к этому нормально, отношусь к этому нормально. Я люблю тусить, гулять, отдыхать. Я люблю большие скопления людей, когда тебе и есть за кем понаблюдать, когда тебе есть самому с кем встретиться и чем заняться. А здесь все лица одни и те же. Людей много ты встретить сможешь только в какие-то особенные праздничные дни, либо в какие-то дни, когда работают клубы и у них происходят большие пьянки. Зачастую здесь довольно-таки однотипная, однообразная, не очень разнообразная жизнь, поэтому и показать здесь особо интересных моментов довольно-таки сложно. А ты в России бывал когда-нибудь? В России не был никогда. Не был ни разу, Ни да? разу, ни разу вообще. А с россиянами общался как-нибудь здесь или где-то Да, еще? здесь встречал много россиян. А. Здесь было 3-4 случая не очень позитивных. Да, когда были мероприятия, я работал, и люди напивались, ходили, пели гимн России, пытались купить бутылки алкоголя в ресторанах, просто, типа, заходя туда, типа, там, можно купить нам бутылку Джек Дэниелса, там, такие вот. Там спрашивали, откуда я, потом такие, с Украины, потом такие, да не ссы, все нормально, типа, вот такие вот. Это было агрессивно или это было так, просто пьяный? Ну, это как бы... Это было неприятно, максимально. Но, к сожалению, есть очень много рассказов, когда люди, даже проявляя себя в хорошем ключе, оказываются в будущем какими-то скрытыми зетниками, что добавляет максимальной осторожности в общении с русскими, к сожалению. Таких случаев реально много, когда люди могут пользоваться одной гуманитарной помощью с украинцами, а потом во время очереди кричать, что это все из-за них, что это типа украинцы такие обнаглевшие и так далее. Бывали случаи, когда там зетки могли рисовать, там, либо еще что-то. Да, зетки в городе, где я живу, в Израиле, кто-то рисует постоянно зетки. Их стирают, мэр, я даже к мэру ходил по этому поводу. Заходил, говорил, смотрите, они стерли, они не знали, что это такое, я им объяснил. Они стали стирать, но кто-то ходит и рисует. Я вот тоже не понимаю. Ну, а смотри, а вот если бы ты мог что-то сказать россиянам, у меня много россиян смотрят мой канал, ну и, предположим, ты мог бы обратиться вот по телевидению к гражданам России, что бы ты им сказал? Я бы им сказал то, что действуйте. Все, что у вас сейчас происходит, зависит полностью от вас. Вы, молодое поколение, самое сильное в этой стране, от которого зависит полностью весь режим, весь устрой. Надо делать перевороты, надо менять власть, надо свергать ее, потому что если вы будете ждать, то вы можете не дождаться, к сожалению. Ну, а если не только к молодым обращаться? Ко всем, это не важно, типа, ко всем. Ну, типа, если это молодые, то вы, типа, самая перспективная, типа, часть населения страны. От вас зависит то, как будет развиваться, на быстро, медленно и так далее. Если вы более пожилой, типа,
более пожилой человек, то почему вы просто будете мириться с тем, что кто-то пытается влезть в вашу жизнь постоянно, пытается как-то вас выдернуть из вашей жизни? Зачем? В чем смысл? Вся ваша жизнь зависит только от вас. И вы не можете уехать, так решайте проблему внутри вашей страны. Это может прозвучать, может быть, немножко агрессивно, но я просто правда не понимаю, когда люди, россияне, я не против того, что они приезжают в Европу, или так, например, там, как беженцы тоже, типа, либо сбегают от войны, но когда они начинают жаловаться о том, какие они бедные, а у меня дома нет, например, типа, ну, я вообще не могу вернуться, даже если захочу. Ну, я не говорю, что, типа, я беднее, но просто, типа, я как бы и не начинал войну, моя страна как бы и не начинала. У вас все зависит от вас полностью, все в ваших руках. И надо объединяться, надо делать какие-то большие структуры оппозиционные, которые будут общаться между собой, которые будут решать проблемы вместе, которые будут не только говорить, но и действовать внутри страны. Может быть, это какая-то подпольная организация, какую-то, неважно что, надо действовать. Это мое мнение. Beste reizigers, het volgende station is Enschede. Она очень классно выглядит. Что я могу сказать? Нидерланды невероятно классная страна со своими странными, непонятными для нас приколами. Но это не значит, что когда я живу здесь, я себя чувствую плохо. Несмотря на все трудности, которые здесь у меня есть, я невероятно люблю этих людей, этот вайб, эти города. Мне это очень нравится. Но я бы с удовольствием остался бы здесь на долгое время, но ни за что бы не остался здесь жить. Несмотря на то, как мне здесь нравится, я хочу в родной Мариуполь. Я хочу к себе домой. Я думаю, это будет самая основная мысль, которую я несу сейчас с собой. Надеюсь, меня хорошо было слышно.